Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня я хочу предложить вам цветок-бант из атласной ленты в один шов. Сама форма цветка известна, но просто я хочу вам предложить способ. Используем картонные шаблоны указанных размеров и ленту шириной 5 сантиметров. Она будет у нас в цельном варианте. Мы будем отрезать по факту. Начинаем с меньшего. И вот пошли складывать. Кто уверен в своем глазомере, то может делать это без шаблонов, полагаясь именно на свой глазомер. Но для верности лучше использовать шаблоны, потому что в результате в готовом изделии достаточно может заметно быть неравномерность лепестков. Вот так вот аккуратненько складываем. И уже теперь по факту здесь, после выравнивания, отрезаем ленту. Обязательно обожгите край, чтобы он у нас не крошился. Далее мелкими такими стежками собирайте на иголочку. И количество таких вот заготовочек вы уже регулируете сами. Больше, меньше. Но больше 7 как бы я не рекомендую, потому что это будет уже слишком широкое расстояние в середине. Серединка будет широкая, и заполнить ее будет сложнее. Проблема в таком цветке состоит в том, что слои, они всегда друг к дружке плотно прижимаются, и цветок получается плоским. Бант получается плоским. Для того, чтобы этого избежать, мы используем ту же нитку, не отрезаем ее, а проводим ее между слоями. Сначала между нижними лепестками, потом переходим плавненько на верхние. Нитка у нас создает барьер и не дает складываться в дальнейшем лепесткам. Если вы не уверены в прочности нити, то можно делать это с помощью лески. Это уже на ваше усмотрение. Или возьмите нитку попрочнее, допустим, капроновую. Но я думаю, что такой крепости достаточно. Немножечко подожмите, когда вниз вы видите нитку, чтобы чуть-чуть сделать еще пышнее цветочек. И все, закрепляйте. Все, проблема решена. Теперь лепестки не будут складываться между собой. И цветочек будет все время пышным. Вот этот способ, он как бы облегчает нам эту проблему. Все, поправьте аккуратненько, расправьте, чтобы вам нравилась, красота получилась. И дальше уже работаете по оформлению. Тут уже на вашу фантазию. Можете стразы сюда в серединку наклеить. Можете тычинки, как я, применить. Это уже на ваш вкус и на то, что какие материалы у вас есть в наличии. Пуговку можно прицепить, тоже трендовая вещь сегодня. Здесь используем кусочек бумаги с силиконовым покрытием. Когда клей застынет, он легко отойдет. Вот такие вот лохматые серединки у нас будут, тычинки. Теперь листочки тоже делайте. Я здесь взяла плащевую ткань. Вы можете взять ленту. Размеры я показываю. В принципе, плюс-минус 1-2 сантиметра, и у вас просто листочки будут разные по размеру, что, в принципе,
добавит жизни вашему цветочку. Рокировку делаем для того, чтобы направление диагонали было у нас елочкой. Тем самым у нас будет хорошо формироваться складочка. Я в работе использую спиртовую лампу, спиртовка в народе, да? Спирт только 90%, 70%, к сожалению, в спиртовке не горит, сколько я не пыталась его поджечь. Никак он не хотел у меня гореть. А вот 90 отлично. Все вот так вот делаем несколько штук листочков. Веточки сейчас будем делать из полосочки. Чуть-чуть растяните и обожгите срезы. Скручивайте до середины, чтобы было удобно вам. Переворачивайте и снова оставшуюся часть. Все, веточка готова. Ну, это как дополнение. Вы можете что-то другое использовать. Ленточки, шнурочки, тычинки. То, что у вас есть в наличии. Все. Основание я предлагаю делать из кружева. Оно всегда элегантно. Дает такую воздушность. И в плане коммерческого исполнения изделия очень даже подкупает, импонирует покупателям. Ссылочка на эти кружева есть в описании. Вот так вот проделаем, закрепляем с помощью клея. И для эстетики я обязательно закрываю тыльную сторону кружева такой сеточкой. Использую полимерный клей. Сейчас его много где продается. И в строительных отделах, и в рукодельных магазинах. Ну, это я больше сделаю для того, чтобы горячий клей, который дальше я буду использовать, не вылезал через ажурность и не портил внешний вид. Полимерный клей, он в этом плане более пластичный, и с ним легче работать, слегка задевая, прижимая. А вот горячий он, конечно, может испортить изделие. Все, приклеили. Ваше изделие готово. Видите, он получился и пышный, одновременно плоский. То есть он очень-очень гармонично будет смотреться и на голове, и как брошь, и на поясе платья. Ну, дизайн как бы это на вкус ваш, а сам способ в копилочку применяйте не только в таких вот вариантах, когда вам нужно разъединить слои. Все, спасибо большое за просмотр. Всем всего доброго. До новых встреч.